Треска. Ну серьезно, треска. Ну это понятно, что эта рыба, она белковая, она полезная, она легкая, она великолепная. Но сказать, что треска супер-мега вкусная, ну как вам сказать, никто в здравом уме не поменяет, например, филе лосося на треску. Несмотря, что она, наверное, даже менее жирная и, наверное, более полезная. Сейчас я покажу вам тему, как сделать треску так, что просто люди свои языки пооткусывают. Ладно, это, короче, не очень хорошо прозвучало. Короче, будет обалденно вкусно. Этот рецепт подходит абсолютно для любой белой рыбы. И особенно он крут для той рыбы, которая, ну, такая типа, ну, рыба и рыба, чё бубнить-то? Так вот, для нее этот рецепт божественный ресторанного уровня, я отвечаю. Кстати, спонсор этого рецепта — мои любимые Cheesecake.ru. Огромное им спасибо за мои любимые тарталеточки. Чё за фигня? Рецепт трески, а спонсор Cheesecake.ru. Потому что Cheesecake.ru теперь доставляют морепродукты, треску, мраморную говядину, замороженный борщ, гуакамоле, который можно использовать в качестве гарнира к чему угодно, и кучу всего другого. Ну а то, что это офигенные десерты, вы всегда знали. Кому нужны настоящие чизкейки, кому нужны настоящие пирожные, настоящее мороженое, тортики, бисквиты, печеньки, круассаны, которые ты можешь выпекать самостоятельно. Ссылочка находится в описании, у них все офигенно божественное. Ну и само собой скидочки от меня. При заказе от 1990 рублей получи скидку 40%. И 4 таких малиновых тарталетки в подарок по промокоду Обломов35. А также до 7 июня проходит розыгрыш 2 айфонов 11 Pro. Вот таких вот. Все подробности находятся по ссылочке в описании. Собственно, по поводу трески. В зависимости от того, какую упаковку вы купили, вы возьмете какого-то размера тару. То есть, например, если у нас такое количество трески, то она шикарным образом покроет мой вот такой небольшой противень. Точностью до грамма, сколько ингредиентов я возьму для такого вот противня и сколько у меня чего получится, вы можете узнать по ссылочке в описании. Однако, если у вас противень вот такой вот огромный, то, наверное, все можно умножить на 2. Примерно на 90% весь вкус данного рецепта заключается вот в чем. Это соус на основе перца, чеснока и базилика. То есть это беспроигрышная штуковина, ну, оливковое масло, понятное дело, которое дает всегда супер божественный вкус. А в принципе идеально эти перцы запекать на углях можно и на газу, но даже если вы сделаете вот так вот совершенно просто, то от вас не убудет, будет все равно обалденно вкусно. Срезаем мякоть. И не особо аккуратно нарезаем. Как получится, квадратиками, кубиками, полосками, вообще пофиг. Чеснок тоже неаккуратно крошим. А также берем базилик. Желательно свежий, сушеный тоже подходит, но я с трудом вам скажу, сколько нужно сушеного. У нас только свежего, в комментах с точностью до грамма будет. Просто берем листья, листики вот так отрываем. И все равно все это дело пойдет в блендер, поэтому, собственно, можно вот так как-то порезать чуть-чуть. Теперь минут 5-10 обжариваем все это дело на оливковом масле. Ну, сначала высушиваем сковородку, конечно же, сотейник. Через 5 минут после обжарки перца, когда он чуть-чуть начинает мягчать, закидываем чеснок, закидываем базилик, продолжаем обжаривать еще несколько минут. Когда комната наполняется запахом жареного базилика, это божественно. Запахом чеснока это еще божественнее, а когда одновременно, просто крышеснос. Когда чеснок еще не начал сгорать, еще раз, не начал сгорать, базилик уже поджарился и перец мягкий, значит все готово. А под готово я имею в виду пора перемалывать. Для этих целей подойдет абсолютно любой блендер.
нам нужна совсем каша. Консистенция получается прям совсем пюре-пюре. В соус еще пойдет пармезан или другой сыр, который нормально расходится в жидкости, в соусе, потому что перцы это практически жидкость. Вот. И, собственно, сливки. Тема в том, что добавим мы это в последний момент, когда нужно будет практически уже все заливать, поэтому подготовим заранее. Эти перцы там пускай стоят. Нам нужно 150 грамм супер мелко натертого пармезана. Насчет супер мелкого я пошутил, я просто выпендриваюсь своей теркой. Чуть позже нам это все понадобится. Что вы положите под рыбу, под мега соусом, не имеет значения. Это может быть абсолютно любой тип овощей. Например, вот такой вот красный лучок. Или, например, какой-нибудь кабачок, цукини, все что угодно, баклажаны. Что найдете у себя на антресолях, или в погребе, или в холодильнике, я не знаю, что у вас, то и нарезайте. И то, как вы все это дело нарежете, на самом деле тоже имеет очень небольшое значение. Но небольшими какими-то кусочками. Я, например, нарежу лук тоненько. И кабачеч какими-нибудь, я даже не знаю какими, полосками или около того. Овощи закладываем в нашу форму. Кажется, что их много, но на самом деле они усядут, то есть их не очень много. Как-нибудь перемешиваем. Это могут быть, повторяюсь, любые овощи, даже, наверное, картоха. Если слабо помещаются, можно их помять, и они достаточно сильно усядут. Немножечко их присаливаем, немножечко их приперчиваем и опять перемешиваем. Кусочки трески идут вот так как-то. Короче, поиграйте в тетрис, чтобы они как-то умещались. Примерно плюс-минус они могут друг на друга налезать. Если тонкий кусок, ну, можно сверху положить потолще. И вот так вот умащиваем все это дело. Кстати, треску можно особо не солить, не перчить, потому что сверху пойдет супер мощный наш соус. Огонь, фиговина, наш соусец. Вот так вот. Сливочки, если у вас такие густые, как у меня, можно просто разбавить водой. Это соусные сливки. Поэтому я разбавлю вот их водичкой, а то совсем капец какой-то. Ну, а можно сразу брать обычные нормальные сливки. И как только чуть-чуть начинает закипать, туда же весь нафиг пармезан. Как только он растопится, на этот 2 минуты край разойдется, все готово. Солим и перчим соус по вкусу, но чтобы было достаточно насыщенно, потому что на рыбе никакой соли, перца нету. Я не знаю, что у вас за духовка, но в принципе, короче, получаса 180 градусов, скорее всего, хватит. То есть, чтобы вы понимали, внизу там сырые овощи, но эта горячая штука уже проникла внутрь и уже начинает их готовить. То есть, когда вы заливаете горячий соус, у вас форма, ей не нужно нагреваться, она уже теплая. 30-40 минут край. Если вы хотите, чтобы была какая-то красивая корочка, ставьте красивую корочку в виде гриля сверху. Вы должны быть готовы, что через полчаса или 40 минут вы достанете невероятно сочное блюдо, потому что в перцах была вода, в луке был сок, в рыбе был сок. Это просто бешеное блюдо с мега сочной подливой, которая пропитана этими вкусами. Смотрите. Короче, народ, само собой, рыба полностью готова. Она прям разваливается. И вот эта подливочка с луком. Эта штука просто божественна. С рисом это 10 из 10. С картошкой это 10 из 10. С пюре, с чем угодно. Это просто божественно. Если вы думаете, что эта штука супер базиличная остается, нет. То есть вот это количество базилика, то есть хорошая горсть
Оно сначала обжаривается, потом просто растворяется. Мега чесночное? Нет. Тоже растворяется. Перечное? Нет. Все это соединяется в один вкус. То есть эта штуковина, за нее типа можно реально отдавать деньги в ресторане. Настолько вкусно получается. Хотя в принципе это была просто, ну, белая рыба. Конечно же соус, он солененький и он пропитывает рыбу. Во-первых, однозначно в золотой пантеон. Во-вторых, попробуйте повторить. Любая белая рыба 10 из 10, это очень вкусно. В общем, очень советую повторить. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. С вами был славный дружа Обломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Всем пока.